Глава 177. Хуачен с селянем на руках продвигался все дальше в темноту каменных пещер. Лишь серебристые призрачные бабочки, танцующие вокруг них, давали немного тусклого света. Селянь не видел выражения лица Хуачена, но мог почувствовать, что его руки и все тело будто бы превратились в камень. Хуачен и раньше носил его на руках, но, очевидно, теперь что-то изменилось, он даже не прикасался напрямую ни к шее, ни к рукам принца. Селянь не отрывал глаз от его лица, активно подмигивая, но Хуачен, как назло, все время избегал смотреть на принца, ни разу не встретившись с ним взглядом. Так они оказались в одном из гротов, где стояло каменное ложе, на которое Хуачен немедленно опустил селяня. И уже почти уложил, когда вдруг кое-что обнаружил. Осмотрев одежду на спине принца, Хуачен произнес: «Они применили к тебе заклятие». Селянь возрадовался. Но, наконец-то, он заметил, впрочем, как раз тот факт, что Хуачен только сейчас обнаружил неладное, давал понять, насколько сильно все случившееся выбило его из колеи. Селянь ждал, что Хуачен поможет ему стереть талисман подчинения, но тот, уже протянув руку, внезапно замер. И в итоге все же отвел ладонь, оставив селяня на каменном ложе. Видимо, чтобы успокоить принца, Хуачен убедительно произнес: «Не волнуйся, ваше высочество. Я пока не стану убивать этих никчемнышей». Несмотря на жгучее желание это сделать. Каменное ложе устилал толстый слой мягкой свежей травы, и селянь не испытывал ни капли неудобства, лежа на нем, но при этом от волнения его внутренности едва ли не дымились. Он никак не мог понять, почему Хуачен не освободит его от заклятия, и всеми силами пытался сопротивляться собственной неподвижности, когда прямо на его глазах Хуачен прикоснулся к поясу на одежде принца и потянул за него. К счастью или к сожалению, но именно в этот момент селянь почувствовал, что действие талисмана подчинения начинает ослабевать, поэтому с силой дернул ногой и вскрикнул, а это было похоже на то, как выброшенная на сушу рыба перед смертью бьет хвостом, пытаясь воспротивиться, но никакой угрозы не несет. Однако Хуачен вмиг отдернул руку и замер, воскликнув: «Я не стану». Возможно, собственный тон показался ему слишком резким, или он побоялся, что напугал принца, отчего тот и запротестовал. Хуачен отшатнулся на несколько шагов и на силу успокоил дыхание. Выражение его лица то и дело менялось от опасений к попыткам сдержать эмоции. «Ваше высочество, я ничего не сделаю. Прошу, не бойся», — с нажимом проговорил Хуачен. Селянь понял, Хуачен все еще не был уверен, какая реакция селяня ждет его после снятия заклятия, поэтому предпочел просто не знать. Казалось, всеми силами подавляя некий внутренний порыв, Хуачен вновь заговорил тоном, которым обычно люди дают клятвы, и очень тихо: «Ваше высочество, верь мне». Эта фраза «верь мне» в сравнении со всем, что он сказал ранее, звучала уже не столь убедительно. Селянь хотел бы ответить ему, но не мог, колеблясь и боясь, что Хуачен не так его поймет. Принцу только и оставалось, что лежать ровно и не шевелиться, спокойно дожидаясь, когда действие талисмана сойдет на нет. Увидев, что принц больше не противится, Хуачен вновь подошел, протянул руку и с шорохом развязал пояс на его одежде. В мыслях селяня пронеслось: «Сань Лан». Разумеется, принц был абсолютно уверен, что Хуачен не воспользуется его беспомощным положением. И все же события развивались совершенно вне рамок его ожиданий, и селянь чуть округлил глаза. Впрочем, несмотря на то, что Хуачен действительно раздевал селяня, он старательно избегал прикосновений к телу принца, поэтому процесс шел крайне медленно. Лишь спустя долгое время он стянул верхнее одеяние, затем и нижнюю рубаху. Лишь когда призрачная бабочка присела на плечо селяня и, мягко щекоча, проползла по коже, принц скользнул глазами в сторону и, наконец, увидел, что его плечо слегка побагровело и опухло, кое-где даже потрескалась кожа. Лишь там, где сидела бабочка, виднелись явные улучшения. Оказывается, после барахтания в снежном потоке во время схода лавины принц получил обморожение. Сам селянь вообще ничего не заметил, поскольку почти растерял чувствительность к боли.
Но обмерз и обмерз, а даже если заметил бы, наверное, не стал бы ничего предпринимать, просто дождался бы, пока заживет. Но Хуачен знал лучше принца, где тот поранился. И до сих пор держал в памяти, что эти раны необходимо залечить. Будто пребывая в душевном оцепенении, Хуачен приподнял с каменного ложа руку селяня. Именно руки и ноги принца пострадали сильнее всего, а после яростного бега и перетягивания из стороны в сторону кое-где даже пошла кровь. Селянь, впрочем, не боялся боли, но зато боялся щекотки. К тому же, в его памяти по-прежнему неподконтрольно всплывали обрывки прошлого. Темная пещера, дрожащие и обжигающие руки молодого парня, беспорядочные прикосновения в полном смятении, сбивающееся дыхание и стук сердца. Воспоминания эти размылись до такой степени, что бледнее уже некуда, принц давным-давно их запечатал и забросил в дальний угол памяти. Теперь же, вспоминая об этом, Селянь ощущал совершенно иные эмоции, от которых хотелось схватиться за голову и пронзительно закричать. В особенности и от того, что сейчас Хуачен находился прямо перед ним и занимался почти тем же самым. Лицо и голова селяня едва не воспламенялись, он по-настоящему испугался, что Хуачен это заметит. Однако тот на принца не смотрел и стойко держал обещание не переступать черту, чуть отвернувшись, старался не касаться взглядом полуобнаженного бледного плеча. Неожиданно прямо в этот момент за спиной Хуачена раздался крик «Хуачен! Что ты собрался сотворить с его высочеством, ты безумец?» Какая мерзость! Хуачен рывком обернулся, селянь тоже смог перевести взгляд к выходу из пещеры. Голос принадлежал Муцину, и Фэн Синь стоял рядом. Только что Хуачен завернул их в коконы, но они каким-то образом выбрались и нашли это место. Увидев картину происходящего, оба прямо-таки побелели. И селянь побелел вслед за ними. Хуже и не выдумать, Фэн Синь указал пальцем на Хуачена, затем на полуголого селяня, и лишь спустя какое-то время смог выдавить из себя «А ну!». «А ну, немедленно отпусти его, Хуачен!», быстро запахнув одежду на селяне, угрожающе произнес: «Вы, двое никчемных созданий, снова посмели явиться». Никак, собственная жизнь слишком длинной показалась, Муцин съязвил: «Убери от него свои грязные лапы». Жаба решила мясом лебедя полакомиться, держи карман шире. Потрать хоть 800, хоть 1000, хоть 10 тысяч лет на свои несбыточные, безумные фантазии, ты и пальцем к его высочеству не притронешься, даже не мечтай. При этих словах в душе селяня словно гонг прозвучал, так забилось сердце. Но вместе с легким приступом гнева он также смутно ощутил недоумение. Что это с ними двумя? Пускай Хуачен поколотил их как следует, все же настолько злые речи казались излишними. Особенно странно было слышать такое от Муцина, он словно старался всячески вывести Хуачена из себя. Но ведь в таком случае их ничего хорошего не ждет. Одолеть князя демонов этим двоим явно не под силу, в чем же их истинная цель? К тому же, в их словах акцент незаметно перемещался к селяню, будто они вовсе не стремились к благополучному исходу событий, а даже наоборот, надеялись, что Хуачен в приступе гнева что-то сделает с принцем. Хуачен и впрямь разъярился, на бледном лице мелькнула мрачная тень. Затем он тихо произнес: «Раз вы так настойчиво ищете смерти, селянь», разглядев в его глазах нескрываемую жажду убийства, хотел закричать, но получилось только мысленно: «Нет». Слишком поздно. Изогнутая сабля покинула ножны, мгновение, и мин ледяным блеском прорезал воздух, Фэн Синь и Муцин застыли как вкопанные и невольно опустили взгляд. Повезло, их нисколько не задело. Но ни один из них не успел ни выдохнуть, ни ответить на атаку. В следующее мгновение верхние половины их тел отделились от нижних и повалились на пол. Кровь хлестанула фонтаном, стремительно заливая все вокруг. Селянь ни при каких обстоятельствах не мог ожидать, что случится нечто подобное. Обмякший на каменном ложе, он просто оцепенел. Хуачен разрубил Фэн Синя и Муцина пополам, но они все еще были живы и катались по земле, один, сжав зубы, другой, с гневным ревом. Зрелище потрясало жестокостью. Хуачен с невозмутимым лицом убрал саблю.
Немного крови брызнуло ему на скулу, и теперь темно-красная полоса оттеняла демоническое выражение, отчего оно становилось более явным, сильнее притягивало взгляд. Он еще мгновение стоял среди растекшейся крови, затем повернулся и вновь подошел к селяню. Увидев, как мрачное лицо Хуачена приблизилось, селянь наконец пришел немного в себя. А Хуачен тем временем склонился, взял по-прежнему беспомощного принца за руку, приподнял и притянул к своей груди, прошептав: «Разве могу я отпустить?» Селянь, которого он крепко прижал к себе, не мог произнести ни слова. Хуачен же прошептал ему на ухо еще одну фразу. Сердце в груди селяня забилось как бешеное, будто вот-вот выпрыгнет наружу, и вдруг его тело расслабилось. Талисман подчинения, который на его спине отпечатал Муцин, наконец был стерт. Даже сказав, что не отпустит, Хуачен, который как раз и стер талисман, чуть ослабил объятия и все же отпустил селяня. Принц сделал глубокий вдох, мгновенно вскочил и бросился к раненым, лежащим в луже крови. Фэн Синь. «Муцин. Как вы?» Рана Муцина была более серьезной, у него из уголка рта сочилась кровь, взгляд сделался затуманенным. Фэн Синь все еще держался, он ухватил принца за руку и прохрипел: «Ваше Высочество!» Селянь сжал его руку в ответ. «Что? Что ты хочешь сказать?» Фэн Синь, сглотнув кровь, сквозь зубы прошептал: «Берегись Хуачена. Не приближайся к нему. Он монстр». Казалось, что он тратит последние силы, только чтобы перед смертью предупредить селяня об опасности. Но выражение лица принца неожиданно сделалось равнодушным. «Монстр!» Он отпустил руку Фэн Синя и поднялся. «Очень любопытно узнать, кто из вас больше монстр». Фэн Синь застыл от его слов. Селянь же, едва замолчав, молниеносно выхватил меч и пронзил грудь Фэн Синя, пригвоздив того к полу. Фэн Синь, не веря в случившееся, воскликнул: «Ваше Высочество!» Ты, не успев договорить, он испустил дух. Селянь же выдернул Фэн Синь из его сердца, отряхнул клинок от крови и отступил, оказавшись возле Хуачена. Направив острие меча на два трупа на полу, принц произнес: «Кровь уж пролилась, так, может, нет необходимости продолжать скрываться под этими двумя личинами?» Ха-ха-ха. Неожиданно раздался зловещий смех. Мертвое тело разрубленного пополам Муцина повернуло голову. Это оно смеялось. Поваленное навзничь, оно могло повернуть голову, лишь прижавшись щекой к земле, но у него немыслимым образом получилось развернуть шею так, что теперь голова смотрела в потолок и смеялась над селянем. Все верно. Эти двое вовсе не настоящие Фэн Синь и Муцин, а неизвестно кем присланные сюда фальшивки. Муцин и Фэн Синь все еще оставались в плену белых нитей и пытались высвободиться любыми способами, однако не преуспевали в этом. Только что, когда Хуачен приблизился и снял талисман подчинения с принца, он именно это прошептал ему на ухо. И лица фальшивок были такими бледными вовсе не от удивления или испуга, а потому, что они вовсе не могли называться человеческими существами. Селянь уже обнажил клинок, а Фэн Синь и Муцин, зловеще ухмыльнувшись, ответили хором, но одним и тем же голосом: «Как тебе будет угодно». После этого они разом обернулись подобием растекшихся луж густой крови. Хуачен закрыл селяня собой, покуда эти лужи стеклись вместе и стали принимать форму человеческой фигуры, при этом отвратительно булькая и испуская клубы пара, словно вскипающая жижа. Принц смотрел, как безобразные комки постепенно обретают очертания и растут прямо на глазах, и холодок постепенно перебрался от его поясницы к середине спины. Еще мгновение, и Фэн Синь с Муцином окончательно исчезли, вместо них показался высокий юноша в белых одеждах. Судя по телосложению, ему было около 17-18 лет, но лицо скрывалось под маской. Наполовину плачущий, наполовину смеющийся. Облика его они не видели, только из-под маски прозвучал чистый юный голос, который мягко произнес: «Здравствуй, селянь». Губы селяня неподконтрольно шевельнулись, кровь в жилах застыла от ужаса. Хуачен, закрывая принца собой,
выхватил саблю и незамедлительно нанес рубящий удар. Юноша в белом не выказал ни капли страха, столкнувшись со зловещим клинком Эмина. Он увернулся, сделав малейшее движение в сторону, а в следующий миг молнией оказался за спиной демона и протянул руку к селяню, будто желал коснуться его лица. Сверкнула серебристая вспышка, Хуачен вновь закрыл принца собой и леденящим душу тоном произнес: «Убери от него свои грязные лапы». Что ж, фраза вернулась к отправителю в точности такой, как ранее была адресована Хуачену. Юноше отсекло руку клинком Эмина, конечность упала на пол. Однако это не возымело никакого действия, он лишь тряхнул широким рукавом, закрывшим обрубок, еще раз, и на месте среза выросла новая рука, пальцы которой, растопырившись, будто когти, метнулись к правому глазу Хуачена. Все это заняло не более секунды. Хуачен тоже оказался молниеносно быстр, он увернулся, но все же на его щеке остались две кровавые отметины. Дело невиданное, но Хуачен все же не мог превзойти противника в скорости. Его взгляд сделался суровым, тактика тут же переменилась. Он призвал бесчисленный рой бабочек, которые безумным вихрем налетели на врага и практически обернулись вокруг него сверкающим серебристым коконом в форме человеческой фигуры. Однако и они наверняка не смогут продержаться слишком долго. Хуачен потянулся к селяню, но спустя мгновение раздался пронзительный визг, который издали серебристые малютки, обернувшиеся мириадами искрящихся частичек. Хуачен чуть переменился в лице, что не укрылось от взгляда селяня. Принц сразу понял, что их положение оставляет желать лучшего, и если противнику удалось разом уничтожить такое количество призрачных бабочек. Юноша в белом, расправившись с очередным препятствием, внезапно протянул руку сквозь серебристые искры, которые накрыли его сплошной завесой, и вновь сделал выпад, будто бы пытаясь вырвать Хуачену правый глаз. Теперь настал черед селяня пустить в ход фансинь, меч нанес безжалостный удар. И на этот раз юноша в белом не просто отрубило руку, все его тело почти рассекло пополам. Не теряя времени, Хуачен бросил: «Ваше Высочество, уходим». Селянь тоже прекрасно понимал, что нельзя ввязываться в этот бой. Покуда есть возможность, надо отступать. И они вместе вылетели из грота в темноту запутанных тоннелей, не встречая на пути никаких препятствий. Селянь на бегу крикнул: «Это он!» Он и правда не умер. Хуачен бежал чуть быстрее, выбирая дорогу, и явно сохранял спокойствие лучше, чем селянь. Он тут же выставлял за ними боевые порядки призрачных бабочек и заслоны в виде плотных стен из белых нитей. И даже успевал отвечать принцу: вовсе не обязательно, что это тот же самый. Селянь резко остановился и дрожащими руками обхватил себя за голову. «Нет. Я почувствовал, это тот самый. Он не только не умер, но и стал сильнее, что-то возродило его к жизни. В противном случае, как он мог вот так сразу принять облик Фэн Синя и Му Цина? Надеть на себя личину вознесшегося небесного чиновника крайне трудно. Создать их фальшивые оболочки практически невозможно». Услышав тревожные нотки в голосе принца, Хуачен развернулся и взял его за руку, говоря: «Ваше Высочество, не бойся. Возможно, дело не в том, что он стал сильнее. Также существует и другой вариант, просто он слишком хорошо знает Фэн Синя и Му Цина. Поэтому у него и получилось создать их фальшивые личины. Вы все наверняка его». Он так и не договорил, потому что взгляд селяня опустился на ладонь, которой тот взял его за руку. Заметив это, Хуачен запнулся, а его лицо будто окаменело. Он постарался скрыть эмоции, разжал руку и даже убрал за спину, после чего развернулся и вновь направился вперед. Вот только селянь не последовал за ним. Сань Лан. Хуачен застыл на месте как вкопанный, не в силах сделать больше ни шаг. И все же не обернулся, лишь ответил: «Ваше Высочество». Его голос звучал довольно ровно. Селянь, стоя у него за спиной, произнес: «Только что произошло очень многое, и все как-то перемешалось в суматохе». Хуачен, ГМ, селянь продолжал: «И пусть суматоха до сих пор не улеглась, все же. Я хотел бы прямо сейчас задать тебе один вопрос.
И прошу тебя ответить мне честно и совершенно искренне. Хуачен, хорошо. Селянь совершенно серьезно, почти торжественно спросил, кто же та благородная золотая ветвь с шишмовыми листьями, палец Хуачена, на котором была повязана красная нить, едва заметно дрогнул. Он долгое время молчал. Затем медленно произнес: «К чему вопросы, если ответ уже известен вашему высочеству?» Селянь кивнул и сказал: «Вот оно что. Значит, это не напрасные наветы». И все действительно так. Хуачен не проронил ни слова. Помолчав, Селянь продолжил, при этом тон его звучал ровно и абсолютно невыразительно: «Ты не хотел бы узнать, каково мое отношение к этому?» Хуачен чуть повернул голову, словно хотел обернуться, и в то же время не осмеливался встречаться взглядом с принцем. Селянь увидел лишь 2 тонких царапины на его щеке. Хуачен произнес: «Ваше высочество, нельзя ли не говорить мне этого?» Его голос даже охрип немного. Селянь ответил: «Мои извинения. Но это то, что ни в коем случае нельзя оставить без объяснений». Хуачену не требовалось дышать, однако, услышав эту фразу, он все же сделал глубокий вдох. Его лицо стало невыносимо бледным, но, тем не менее, он улыбнулся. И с достоинством произнес: «Верно. Так будет лучше». Словно смертник в ожидании приговора, он закрыл глаза. Но веки сомкнулись лишь на мгновение и резко распахнулись вновь. Сзади его обхватила и крепко обняла пара рук. Селянь, прижавшись лицом к спине Хуачена, тоже ни слова не проронил. Но пусть даже он ничего и не сказал, этого было достаточно. Потом Селянь почувствовал, как тот, кого он обнимает, развернулся и, переняв инициативу, сам крепко обнял принца в ответ. Сверху раздался запинающийся голос Хуачена: «Ваше высочество! Ведь ты же так в самом деле погубишь меня».